Это серый сорокопут. Птица, которая прилетела к нам с севера на зимовку. То есть они у нас зимуют благополучно, а весной отправляются обратно на север. Птица очень интересная в плане поведения. То есть, по идее, они насекомоядные, но занимаются ловлей мышей и меня за пальцы. То есть они реально ловят мышек, причем чаще всего съедают им просто мозг, там выедают или голову съедают, а остальное вешают на сучок, на веточку. И делают таким образом запасики. Там иногда осенью... Ай-яй-яй! Сволочь! Это очень больно. Я не могу его отцепить. Ну, в общем, иногда осенью или зимой можно найти кусты, увешанные просто мышиными трупиками без голов. Это выглядит странно. Сейчас надо проверить, умеет он летать или нет. То есть, насколько хорошо летает. И после этого его выпустить, сходить. Стабилизатор и гироскоп работает просто отлично. Я считаю. Ай, твою мать, как я тебя не люблю уже, птичка. Очень больно кусается. То есть, вот он мне палец разодрал. У него на клюве специальный крючок, которым он ловит насекомых, собственно, убивает мышей, им даже маленьких птичек может ловить, убивать. Но это ему необходимо для того, чтобы выживать холодными зимами. Он не улетает в теплые края. Вот. Вообще очень симпатичная птичка, причем их можно научить летать на руку и охотиться, как ловчую птицу. Я об этом читала, мне говорили, в общем, сама тоже бы не против попробовать. То есть я вообще в первый раз в руках живого сорокопута держу. Это было бы очень интересно, но я не буду этого делать, так как птицу можно выпустить, он полностью целый и здоровый. Сейчас, во всяком случае, сейчас я посмотрю. И его надо вернуть обратно в природу. Такого мерзкого, кровожадного чудовища. А лапки у него, в принципе, вполне обычные, как даже похожи на лапы врановых птичек. Ай, 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 ай. Ненавижу тебя. Ладно, пойду попробую, запущу его в коридоре. Самый удобный способ переноски сорокопутов. Ну, давай, попробуем. Ага. А летает он не очень хорошо. То есть у него, видимо, одно крылышко повреждено. То есть он остается пока с нами. Но это не страшно, то есть это буквально несколько дней. И потом его можно будет... Хотя... А еще-ка покажи раз. Давай. Бегаешь ты хорошо. Очень красивая птица вообще. И правда, то есть их название сорокопут — это от того, что они похожи на сорок. То есть вообще нет, все-таки мне кажется, надо, чтобы он несколько дней пересидел. Крылышко у него немножечко болит. Поймать его, конечно, сложно. Я даже не знаю, как лучше сделать. Ладно. Нет, будем выпускать. Сильва у меня сейчас сидит в луже, где-то метрах, наверное, в 300 отсюда. И пока она там купается, ничего не видит, я выпущу сорокопута. Он у меня там в коробочке сидит. Здесь пустырь, в принципе. Ему здесь будет хорошо. Он отойдет сейчас от потрясения, связанного с людьми, встречи с людьми, и сам решит, куда лететь. А вообще он попался... То есть залетел в ангар там в помещение, и меня позвали, я его отловила. Вот. И теперь мы сейчас его будем вытряхать. Не знаю, каким концом он в этой коробке сидит. Давай, птиченька. Конечно, он сидит попой и выходить не хочет. Давай уже. Привет. Все. Отлично полетел, ровненько.
все еще летит, его уже не видно за травой. Ну, в общем, куда-то полетел. Чудесно. Все. Выпустили птичку. Надеюсь, больше я с ним не увижусь. Это один из тех случаев, когда очень хочется оставить животное себе, но нельзя оставлять по причинам закона, по причинам морально-этическим, то есть в природе птицы будет легче и лучше, чем в любом случае, чем у меня. И Сильва меня нашла после выпуска циркопота. Вот, очень рада, мокрая, выкупалась. Теперь будет сохнуть. Да? А летать кто будет? Надо же полетать. А то что, как это? Вот. Когда речь идет о том, выпускать птицу или оставлять ее на какое-то время на передержку, всегда, конечно же, по возможности надо выпускать. Если у птицы нету явных проблем с движениями, возможностями полетов, добываниями пищи и хорошая физическая форма. То есть сначала сорокопут, когда я проверяла, как он летает, немножечко кривенько летел, но под конец, вот когда я его пыталась поймать, он уже летал очень хорошо. И было ясно, что, в общем-то, если его выпустить, то буквально за несколько часов он придет в норму и успокоится, и сможет уже добывать себе пищу. В этом случае, обязательно, конечно, лучше птицу выпустить, чем держать ее пару дней у себя, добавляя дополнительного стресса, кормя непривычной для нее едой. Такое содержание может больше вреда принести, чем пользы. Ну, собственно, поэтому я практически сразу решила его выпустить. Собственно, вот. Да? Упоротая птичка. Лети, что ли? Она не хочет лететь, она вот сохнет. А пока Сильва сохнет, она будет... То есть я, если ее сейчас выпущу, она точно так же где-нибудь сядет и будет вот сидеть в такой позе. Да, в общем-то, я ее и не держу. Вот она отвязана полностью. Да. Угу. Что-то скажи, не угу. Мокренький ястреб.